Ну, следующий симптом, который беспокоит во время гриппа, он обычно боль в горле, першение в горле присоединяется на второй-третий день, это вот именно дискомфорт в горле, боль в горле и как с этим справиться. Но очень хороший метод взять аптечный сироп шиповника, он есть в аптеке, без рецепта выдается, 2 столовые ложки свекольного сока, и нужно выжать пол лимона в эту смесь. Этот напиток можно пить, он очень хорошо помогает, особенно тем, кто страдает хроническим тонзиллитом. И можно также пить отвар шалфея, который заваривают молоком или кипятком, томят 10 минут, если кипятком на медленном огне. И как бы заменяет, тоже можно заменить вот эти все аптечные леденцы элементарными ложечкой облепихового масла или медом, рассасывая медленно горло, потому что все-таки не рекомендуется вот эти все леденцы, которые продаются в аптеке, использовать во время беременности. Что хочется отметить, очень акцентировать внимание на полоскании. Полоскание – это очень важный компонент лечения воспаленного горла при вирусных инфекциях. Теплой кипяченой водой нужно полоскать каждые 2 часа. Хорошо добавить луковый сок, немножко как бы один к одному, чуть-чуть совершенно свекольный сок добавить в эту водичку, либо настой различных трав. Очень хорошо помогает зверобой, шалфей, ромашка, календула, великолепный эвкалипт. Вы даже можете использовать аптечный эвкалипт на спирту, капать несколько капель эвкалипта на спирту в теплую воду и полоскать горло. Также можно полоскать раствором соли, раствором соды. Очень хорошо помогает полоскание горла. Но что касается тепловых процедур, я об этом остановлюсь более подробно, но вы можете никаких компрессов на горло ставить не нужно. Сейчас изменился подход и греть горло полуспиртовыми водочными компрессами, как раньше было очень популярно. Если чувствуем, сразу наложили, и нам очень хорошо. Просто как бы отвлекающе вы можете теплый шаг повязать на горле, вам будет очень комфортно. Но если пропал голос вследствие именно вирусной инфекции, не надо разговаривать. Вы просто как бы режим молчания ведите. Ваш муж будет абсолютно доволен, счастлив. Поверьте мне, это вот такая романтическая пауза в ваших отношениях, она как бы сыграет пользу. Вы просто грустная, лежите, переосмыслив жизнь, томная, молчите на диване, вам муж подносит различные полоскания, ухаживает за вас. Это тоже, неприятный период жизни в связи с инфекцией, но приятный период жизни для того, чтобы как бы прочувствовать, как любят вас родные и близкие. Когда пропадает голос, обычно хочется выпить чего-нибудь, будем говорить, мягкого, чтобы облегчить процесс глотания. Поэтому, конечно, нужно пить теплое молоко с медом и очень полезные ингаляции. Есть специальные ультразвуковые ингаляторы, они сейчас доступны в аптечной сети. Можно делать различные травяные сборы и проводить ингаляцию горла. Полоскание в данном случае совершенно не поможет, потому что глотка закрывается многогортанником в процессе полоскания. И вот эти голосовые звуки, которые издаются в процессе полоскания, они могут, наоборот, ухудшить восстановление голоса. Поэтому вдыхать пары ароматные, такие как пары различных трав, там бабунника, подорожника, очень полезно, когда особенно или они в качестве паров над какой-нибудь кастрюлькой или чайника, или с помощью ультразвукового ингалятора. Конечно, лучше с помощью ультразвукового ингалятора. И хотелось бы мне отметить еще такой синдром, который очень сильно раздражает, заставляет женщин напрягаться, может повысить внутрибрюшное давление, это кашель. Он может быть сухой, влажный, и его очень сложно лечить, потому что мы не имеем возможности купить никаких таблеток, которые при обычном состоянии облегчают, снимают кашлевой эффект и изменяют вязкость мокроты, это мы не можем использовать, поэтому также рекомендуется в таких случаях, чтобы снизить этот раздражающий эффект, ингаляции. Очень хорошо с помощью различных ингаляторов. Эти ингаляции можно делать и при помощи туда, в качестве ингалирующего средства можно использовать различные
травы, и шалфей, и подорожник, и раствор эвкалипта. Так что липовый цвет, они как бы смягчают раздраженную слизистую оболочку, улучшают микроциркуляцию и как бы облегчают отхождение слизистой вязкой мокроты. И очень важно отметить, что необходимо использовать через 2-3 дня, чтобы как бы облегчить отхождение мокроты, именно травы, настой трав, которые обладают антикашлячным действием. Например, отвар горца. Эти все травы, которые называют есть в аптечной сети, они доступны и ими можно воспользоваться. Также эвкалипт, череда, тысячелистник, эти как бы багуник, эти все травы обладают отхаркивающим действием. Я очень хочу как бы акцентировать внимание на то, что иногда затянувшийся кашель является признаком присоединившейся инфекции, бактериальной инфекции, которая может осложнить вирусную инфекцию. Просто хочу как бы акцентировать внимание на то, что при таких состояниях, когда вы видите, что мокрота трудно отходит, что кашель причиняет вам чрезвычайное беспокойство, необходимо обратиться к врачу, потому что не исключено, что осложнится процесс, и у вас развится бронхит или пневмония. Поэтому будьте особенно осторожны, если в течение 2-3 дней кашель не разрешится, не станет влажным с выхождением мокроты, тогда можно думать уже о бронхите. Будьте просто осторожны. Но дай Бог, что этого не будет, если вы своевременно будете предпринимать меры, о которых я вам говорила. Я также хотела акцентировать ваше внимание, что не всегда вирусная инфекция проходит вот так замечательно на 7-8 день. И дай Бог, чтобы она самостоятельно как бы излечилась, но при помощи всех тех средств, о которых мы говорили. Но в некоторых случаях, в зависимости от исходного иммунитета, от условий, когда вы заболели, от срока беременности, от вашего общего состояния, иногда, к сожалению, грипп имеет осложненное течение. И вы должны знать случаи, при которых необходимо обязательно обратиться к врачу. Обязательно. Эти случаи должны быть как бы прописаны у вас в вашем дневнике для беременных, чтобы вы знали, в каком случае это тревожные признаки, которые не требуют отлагательств и которые требуют обращения к врачу. Это. Если вы не справились с недомоганием, если вот у вас высокая температура, и вы никак не можете ее сбить в течение 2-3 дней, если ваша температура сопровождается выраженной интоксикацией, тошнотой, рвотой, очень сильными головными болями. Если вы видите при осмотре горла у вас появились налеты на миндалинах, налеты в виде гнойных пробок, если вам чрезвычайно больно глотать, значит, вирусная инфекция осложнилась присоединением бактериальной и уже идет остротензилит. Тензилит невозможно лечить без антибиотиков. Поэтому зачем вам нужно обращаться к врачу? Для того, чтобы он осмотрел вас профессионально и выписал те антибиотики, которые применены для беременных в этом случае. Конечно, если ваш насморк, заложенный с минуса, осложнилась болями в гайморовых пазухах, в области гайморовых пазух, в области фронтальной пазухи, также очень сильными головными болями, и если выделение из носа приобрели лимонный характер. Это говорит о том, что грипп осложнился развитием гайморита или фронтита. То есть в общем называемые синуситы, но такие состояния тоже требуют консультации врача, квалифицированной помощи и плюс назначения антибактериальной терапии. Очень важно, что если вы чувствуете осложнение в виде кашля, мокроты с гноем, затрудненное дыхание, боли в грудной клетке, тогда тоже необходимо обратиться к врачу. Это может быть одним из признаков развившегося или бронхита, или пневмонии, то тоже требуется такое комплексное лечение с применением антибиотиков. Еще хочу сказать, что лучше не ходить к своему врачу. Лучше пригласить доктора на дом. И желательно, чтобы он вас смотрел утром, когда вот эти симптомы наиболее выражены, потому что утром чаще всего разворачивается клиническая картина, чтобы врач мог объективно оценить тяжесть вашего состояния. И еще очень важный аспект, который часто волнует женщин. Можно ли прогреваться во время беременности, когда вы имеете какую-то вирусную инфекцию или простудное заболевание?
Многие тепловые процедуры, в частности физиолечение, как с помощью приборов, там, УЧ, АКОВ, они все противопоказаны, физиолечение. А вот нужно ли прогреваться во время беременности? Вспомните, мы когда замерзли, мы приходим, сразу попарили ноги и простуда отпустила. Или погрелись в горячей ванне, с холода пришли, что может быть прекраснее? Сразу горячая ванна, горячий чай, и мы здоровы, мы на ногах. Такое, к сожалению, не получается во время беременности. Вот такие тепловые процедуры во время беременности противопоказаны. И о них следует забыть во время беременности, потому что горячая ванна, парка ног может сопровождаться различными осложнениями. Ну, во-первых, кровь вся притекает к ногам, ребенок страдает от недостаточности кровоточения, и еще это может спровоцировать отеки на ногах. Принятие горячих ванн тоже может чревато быть угрозой прерывания беременности, преждевременной отслойкой плаценты, поэтому мы однозначно говорим, что такие тепловые процедуры, они противопоказаны. Если вы чувствуете, что во время температуры у вас сильно замерзли ноги, что в этом случае необходимо делать? Сильно замерзли ноги. Вы можете обыкновенно посыпать горчицей носочек и одеть носочек. Это тоже будет хорошо. Намазать бальзамом ступни. Вы можете смело попасть руки. Просто под поток горячей воды попасть в руки, вы себя будете чувствовать комфортно. Но очень хорошо, если вы пришли с работы или пришли с прогулки и чувствуете себя, что вы начинаете расклеиваться, очень хорошо, если вы в носочек посыпите горчицы и ляжете спать. Погреете руки, выпейте на стакан подогреванного чая. И, может быть, ваша простуда отступит. Мы подготовили несколько полезных советов для того, чтобы не заболеть во время этих сезонных перепадов температуры, не заболеть вирусными инфекциями. Первое. Не переохлаждайтесь. Очень важно не переохладить свой организм, дабы не расслабить его, поэтому одевайтесь теплее, лучше перестраховаться. Следующий совет. Если, конечно, пейте витаминные чаи, очень хорошо пить травы, настой шиповника. Некоторым женщинам очень помогает для профилактики вирусных инфекций ароматерапия. В качестве ароматических масел вы можете смело использовать масло лаванды, масло чайного дерева, эвкалипта. Несколько капелек в аромалампу – это создает определенный уют. И ароматерапия, ароматы, уже доказано, они тоже воздействуют на вашу иммунную систему. Но можно использовать менее поэтичный способ и очень действенный, кстати, способ. Это разложить именно вот такой сезон особой опасности возникновения вирусной инфекции, мелко нарезанный лук и чеснок. Они отпугивают не только людей и вампиров, но и вирус тоже, кстати. Очень надежное средство, просто замечательное. И чтобы усилить действие вот этих фитонцидов, которые выделяются при нарезании лука и чеснока, вы можете периодически положить эту чашечку с луком и порезанным чесноком на паровую баню. Эти фитонциды будут испаряться и тем самым увеличить концентрацию фитонцидов. Очень полезно резать лук. Пожалуйста, вы можете активизироваться, резать его, резать для профилактики. Это очень помогает, потому что есть очень такие надежные доказательства, что не только поедание в больших количествах, это тоже, кстати, помогает. И мужа вашего вдохновляет, и близких. Поэтический способ профилактики вирусной инфекции, но очень надежный. И я все-таки советую вам выбрать этот очень хороший метод. Не только профилактики, но и облегчения симптомов вирусной инфекции. Хочется сказать, что необходимо как можно чаще проветривать помещение. Как можно чаще, в любую погоду, открывайте окна, проветривайте помещение. Если заболел кто-то из членов семьи, изолируйте его. Смело изолируйте, носите дома маску. И притом не такую маску, которую вы бережно храните много лет, принесли ее, одели, потом походили часов 5-6, опять ее одели. И так она у вас регулярно в кровати. Самое главное, у вас психологический аспект, что она с вами. А какую функцию несет, это тоже неинтересно. Хочу сразу сказать, что маску менять надо каждый час-2 часа. И ее вы меняете, гладите или выбрасываете, если она специальной ткани сделана одноразовая. И если это матовая, то нужно простировать, гладить и опять одевать. Поэтому если у вас есть маски из матовой, то их должно быть много, чтобы на каждые 2 часа. Если одноразовые, то регулярно их меняйте и выбрасывайте.
Также, соответственно, принудить эту маску заболевшего члена семьи и изолировать. Никаких контактов с внешним миром. Если это ваш супруг, здоровайтесь через дверь, здравствуй, как дела, и окей. Сидите, наслаждайтесь просмотром телевизора, а заболевшего члена семьи изолировать, потому что воздушно-капельный путь передачи вирусной инфекции, тем самым вы как бы отрезаете его путь для распространения. Очень важно проветривать часто помещение и увлажнять. Поэтому используйте, потому что особенно вот в многоэтажных монолитных домах воздух очень сухой. Это способствует тому, что ресничные эпителии верхних дыхательных путей, в частности реснички носа, они повреждаются, поэтому увлажняйте воздух. Вы для этой цели можете использовать, ну, самое примитивное — это сосуды с водой расставить, но самое оптимальное — это специальные увлажнители воздуха, которые без проблем сейчас продаются в магазине. Но, соответственно, если вы чувствуете дискомфорт, никакой физической нагрузки, никаких упражнений, никаких зарядок, никаких гантелей, никаких фитнесов исключите, потому что физическая нагрузка и вирусная инфекция несовместимы. Но я хочу сказать, если вдруг вы все-таки не убереглись от инфекции, такое произошло, если вы очень страдаете насморком, то никаких таких матерчатых платочков ни в коем случае, потому что вы самоинфицируетесь регулярно. Поэтому должны быть одноразовые салфеточки. Вот обнимите салфеточку с коробочкой, коробочку с салфеточками и пользуйтесь одноразовыми салфетками, выбрасывайте их, потому что таким образом вы исключаете самозаражение. Есть много способов лечения ОРЗ, мы с вами разобрали, но следует помнить, что лечить ОРЗ не нужно больше 3-5-6 дней. Если вы уже лечите больше, то это уже не ОРЗ, а осложнение вирусной инфекции путем присоединения бактериальных. Поэтому нужно быть очень осторожным.